Для Лукашэнкі нарэшце здарыўся знешнеэканамічны і першую чаргу знешнепалітычны прарыў. Ён наведаў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і такую далёкую, але такую прывабную краіну, як Зімбабве. Нам кажуць, што гэтыя краіны жыць не могуць без беларускіх тавараў. Што гэта азначае і як гэта адаб'ецца на нашых з вами гаманцах? У эфіры праграмы «Чалы экономика». И з вами, уласна, Сергей Чалы и Федор Павличенко. Витаем. Добрый день. Скок мертвой кошки произошел. Это же такая игра, как бы ты догоняешь, я убегаю, да, и наоборот, как было в этом самом фильме «Берегись автомобиля». Если 22-й год преимущество было на стороне убегающего, то 23-й год это будет преимущество на стороне догоняющего. Какие-то вопросы, видимо, приходится закрывать и гарантировать устойчивость этих схем на самом-самом высоком уровне. Это технологии на уровне, там, студент на коленке в качестве лабораторной работы собирает. Юный техник. Абсолютно точно, да. Мы против вас применяем социальную справедливость по всей строгости белорусского закона. В чем угодно можно было обвинять ИПшников, как угодно можно было превозносить Шакутина, но только не в этом. На пачатку традыцыйныя весткі з палёў. У Беларусі ў снежні сярэдні заробак склаў больш за 1915 рублёў. Что гэта? Можно позайздросціць только белорусским працаўнікам, ці што? Ты же помнишь, каждый месяц, начиная с февраля, несмотря на рост зарплат в номинальном выражении, инфляция была столь высокая, что каждый месяц можно было говорить: смотрите, белорусы беднеют в реальном выражении, потому что в постоянных рублях, да, значит, все время зарплата была меньше. И вот сделали все для того, чтобы реальные зарплаты к декабрю 2021 года выросли на 0,6%. То есть вот один единственный месяц, который позволяет им сказать, что как бы справились. То есть это, конечно, целиком административные вещи. К росту экономики это, конечно же, отношения не имеет. Это возврат прошлых долгов. Потому что если смотреть на динамику вот, как бы отрицательного роста экономики, и я делал уже этот вывод, и сейчас, по сути дела, пришло подтверждение. Вот если смотреть помесячную динамику, то декабрь хуже, чем ноябрь получился прошлого года. И вообще там ощущение такое, что восстановительный отскок со дна, как сказать, отскок мертвой кошки произошел. Если уже начинать смотреть в отраслевом разделе или там региональном, да, потому что у нас как бы там статистика такая, она же нынче совсем не полная, но можно пытаться смотреть по регионам, где что происходит. И как раз таки замедляться начинают те, кто первыми реагировал на ну, вот этот, как сказать, посткризисное вот восстановление. То есть ощущение такое, что вывод, про который я говорил, что вот этот потенциал начинает исчерпываться. И еще один важный момент, вот эти все победные реляции относительно экспорта, как мы там, значит, у нас все классно заколосилось, рекордное внешнеторговое сальдо и прочее, прочее. Значит, если смотреть, ты же знаешь, что по статистике внешней торговли там сейчас очень много всего спрятано, но выяснилось, что если посмотреть хотя бы в разрезе макрорегионов, то, в общем-то, становится понятно, за счет чего это все обеспечено. Есть у нас внешняя торговля со странами СНГ и странами вне СНГ. Импорт из стран СНГ как бы всерьез не увеличился. Экспорт в страны вне СНГ всерьез не увеличился. А вот импорт из вне СНГ вырос практически так же резко, как экспорт в СНГ. Ну, то есть, если понимать как бы довольно прозрачно, что происходит, это, конечно же, реэкспорт. Реэкспорт вещей, которые так нужны России, которая сама это купить не может. Так что это никакого отношения к производству не имеет. Это самое главное, что использование всех такого рода схем, их проблема заключается в том, что они очень слабо масштабируемы. Уважаемые сетезрители и сетеслушатели, теперь появилась возможность поддержать программу подпиской на Патреоне либо разовыми донатами с помощью переводов карты на карту и криптовалютой. И помните, экономика – дело всенародное. Ну, то бок, калі Еўрапейскі звяз увядзе тыя ж самыя санкцыі адносна Беларусі, што існуюць для России, то, ну, конец схемкам.
Ну, понимаешь, это же такая всегда игра, как бы ты догоняешь, я убегаю, да, или наоборот, как было в этом самом фильме «Берегись автомобиля». Но очевидно совершенно, что что-то радикально поменялось. Да. Это на самом деле очень важная штука. Это вопрос даже не о каком-то символическом шаге, да, не в том, что закрываются дырки или что-то еще. Речь идет не о величине их, не о глубине, да, что, мол, как бы против России они были более жесткие, а против Беларуси они были там меньше, и теперь их нужно там градус повысить. Санкции против России и Беларуси, они принципиально были разные. Санкции против России были санкции на импорт в Россию. Именно это привело вот, в силу того, что эта страна и так экономика имела большое внешнеторговое положительное сальдо из-за высоких цен на главный предмет ее экспорта энергоносители. Их доходы от внешнеэкономической деятельности выросли кратно. И только сейчас задумались о том, что надо что-то делать и вводить санкции против экспорта. И вот эта вот идея потолка сначала для цены на нефть, потом, может быть, цены на газ, потом, скорее всего, даже более чем цены на газ, на нефтепродукты и так далее. В Беларуси наоборот. Изначальная история санкций с Беларусью – это как раз-таки способ ограничить, значит, валютные поступления, которые режим получает, и это были санкции на экспорт. А сейчас наоборот, как ты понимаешь, да, потому что невозможность ввоза товаров двойного назначения, с чего все начинается, двойного значения, вот этой схемы, у нас растет импорт извне СНГ и растет экспорт в СНГ, да, это вот о нем речь идет. Так что 23-й год, с моей точки зрения, это вопрос вот затыкания дыр и, так сказать, вот это вот «я убегаю, ты догоняешь», вот как бы это будет история. То есть, если 22-й был год, преимущество было на стороне убегающего, то 23-й год это будет преимущество на стороне догоняющего. Вот. И в этом смысле, мне кажется, что визит Лукашенко по Объединенным Арабским Эмиратам и по Зимбабве, да, особенно, который происходит вот одновременно, да, то глядзячы, што гэты візіт, гэта спроба знайсці абыходы санкций? Ну, смотри, во-первых, мы же знаем, что эти страны занимают особое место в внешнеэкономических связях с Белоруссией. Ну, с Объединенными Арабскими Эмиратами там вообще все понятно, в том смысле, что визиты там происходят регулярно, причем не обязательно самого Лукашенко. Напомню, Головченко же был, как раз отвечал за внешнюю торговлю с Объединенными Арабскими Эмиратами. Ну, наколькі памятаю, амбассадором был. Да, и и оружием торговал еще раньше. Кстати, разговор о том, что Зимбабве у нас сейчас будет неким внешнеэкономическим хабом Африки, особенно не имеет никакого смысла, потому что у нас уже есть сборочное автотракторное производство в Южной Африке. Стране гораздо более экономически развитой, чем Зимбабве. Все эти вот разговоры, когда ты читаешь, а почему же туда надо ехать, вот с экономической точки зрения, они предельно смешные, там тоже живут люди, которые там, значит, вплоть до того, что вот ты читаешь официальное уведомление, суть которых заключается в том, что там есть спрос, им не хватает еды, одежды, обуви, продуктов. Это, скорее всего, означает, что у них и денег в первую очередь не хватает. И поэтому не очень понятно, что вы там где можете продаваць. Ну, наколькі разумею, знайшлі, што якім чынам аплаціць гэтыя пастаўкі беларускія ці як? Недостатковая информация. Нет, смотри, еще раз. Я настаиваю на том, что это страны, которые, значит, помимо официальных проектов имеют еще множество всяких других. Ну, например, с Зимбабве, это же известная совершенно вещь. Кстати, весьма вопиющая. Мы как-то со Стасем в прошлом году как раз говорили про эту схему, когда благодаря там Panama Papers и прочим всем этим сливам из офшоров стало понятно, что выделение Белоруссии месторождения для разработки золота, которое, по идее, должно было заниматься, как бы государство и получать государственные доходы, да, этим фактически занимались структуры и вообще совершенно частных людей, среди которых был, например, сын Шеймана. И не безызвестный Зиндеман. Да, человек не публичный, еще более не публичный, чем сам Виктор Шейман. Но я уверен, что эти страны объединяют нечто большее, чем просто поставки сельскохозяйственных машин, там, оборудования там, или услуг по геологоразведке или что-то еще в этом духе. Я уверен, что их всех связывает какая-то определенная схема.
То есть товар, который добывается в Зимбабве, товар, который потом везется в ОАЭ, и который потом является, значит, благодаря тому, что какие-то странные структуры и люди, связанные с братьями Каричами, оказываются инвесторами очень лакомых кусочков, значит, земли, застройки вот того же Северного берега и так далее. Какое отношение к этому имеет искусственный интеллект, про который Лукашенко рассказывал на этой выставке достижений народного хозяйства? Я стоял у истоков работы эмиратцев по искусственному интеллекту. Я буду встречаться с человеком, который этим занимается и финансирует. Ну, как-то по сообщениям о переговорах что-то там, по-моему, не было, не слышно ни того человека, который это финансирует, ни разговора о каких-то инвестициях. И вот то, что это накладывается на историю с нормализацией санкций, ну, я такой термин использую, да, затыканием дыр, которые образовались и были выявлены по итогам 2022 года, о чем-то договорит. Я думаю, что это, ну, как бы, это же неспроста. Которая потребовала визита самого Лукашенко, а не его подначаленных. Какие-то вопросы, видимо, приходится закрывать и гарантировать устойчивость этих схем на самом-самом высоком уровне. Вось ты кажаш пра штучны інтэлект, тая самая выстава «Беларусь інтэлектуальная» працягне сваю работу. Лукашенко запатрабаваў, каб гэтая выстава прайшла ў розных гарадах нашай краіны. На этом совещании, которое было посвящен общественно-политической обстановке и состоянию преступности, что и само по себе... Символично. Да, значит, почему-то вот Лукашенко заговорил об этой выставке. Видимо, произвела она на него впечатление. Собственно, она для него-то, в общем-то, и делалась. Ну, это продолжение логики года, который будет годом демонстрирования. Вот. И, правда, скандалы и продолжаются. Как выяснилось, компьютер этот, который на 30% белорусский, он с точностью до вот всего, даже до отодранной наклейки с QR-кодом внутри, значит, повторяет китайский для там, стран беднейших там, Африки и чего-то еще. Значит, их просто можно купить там и как конструктор собрать. И, в общем, ну, то есть, эта технология на уровне там, студент на коленке в качестве лабораторной работы собирает. Юный техник. Абсолютно точно, да. У нас же, понимаешь, как работают вот алхимики при феодале, да? Значит, обычно они говорят о том, что, ну, то есть, это такая гонка за горизонтом. То есть, вот надо еще, милорд, нужно больше золота, и тогда мы вам создадим вот этот философский камень. У нас они работают даже хуже, чем алхимики. Потому что в момент, когда они рассказывают о том, что вот у нас появилось, там почти уже разработано, да, много лет назад, когда это было, там, помнишь, в 2017 году ему там Теслу дали поездить, и он там восхищался, как она дорогу держит. И тогда он поручил отечественную сделать, и они так показали даже BLG, помнишь, там с большущим аккумулятором, положенным в багажник. И вот типа у нас электромобили. Они говорили, что вот-вот, уже мы там думаем, где бы уже серийное производство выпускать. А здесь наоборот, то есть горизонт удаляется. То есть, судя по совещанию, которое провел Головченко, как же он выразился? Вы мне все рассказываете, что есть электродвигатель, есть батарея инновационная, которую, на самом деле, китайцы уже сделали. Есть, как он говорит, значительное количество элементов силовой установки. Ну, в общем, только нужно, казалось бы, собрать, да? А за этим следует волшебная фраза. Еще раз. Это все надо собрать вместе. Ну, и что? И все, и автомобиль, да? А нет. Выйти на концептуальное решение по направлению дальнейшего движения в области создания. То есть, это никогда не идет речь о создании. Речь идет о разработке концепций по дальнейшим принципам для выработки подходов и так далее, принципов, значит, собственного создания. Ситуація з ноутбуком, беларускім ноутбуком, выглядае як клондайк. Гэта спроба зарабіць на кітайскіх камплектуючых, на кітайскім прадукце і прадаць гэта ў Расію. Ну, на мой погляд, добрая схема. І не разумею, чаму такія прэтэнзіі да іпэшнікаў беларускіх, якія нібыта атрымалі магчымасць зарабіць больш, чым гэта там можа зрабіць Амкадор той же самый. По ИП же внезапно Лукашенко снова высказался на этом самом совещании, посвященном вопросам преступности. Понятно, почему Лукашенко сейчас про них заговорил, потому что вот, наконец, вступает в действие положение нового налогового кодекса. Там, соответственно, убрали для них
значит, упрощенку, подняли налоги, ввели этот налог на профессиональный доход. То есть сейчас все начинают как бы оправдываться, зачем мы все это делаем. Все они объясняют это тем, что, значит, ну, как бы это был переходный период, и сейчас их нужно там всех заставить стать юридическими лицами либо ремесленниками. Почему ремесленников Лукашенко любит, я уже объяснял, потому что ремесленники для него... То есть ремесленник – это не бизнес, понимаешь, это почти хобби. Это способ заработать на поддержании штанов. У него вообще это базовый принцип, я тоже про это уже давно рассказывал. Он считает, что для частников должно хватать, вот, ну, как бы, а зачем развиваться? Зачем, как бы, расти, да? Ну, вам же хватает. А если вы начинаете получать денег слишком много, то тут же мы против вас применяем социальную справедливость по всей строгости белорусского закона, и люди оказываются в долговой яме, пока, значит, не заплатят за восстановление социальной справедливости, так как ее понимают доблестные наши карательные органы. Ну, в общем, не очень понятно, что с этим будет дальше, но просто большей наглости, вот попытки сказать о том, почему они так сделали, мол, как бы выравниваем типа условия хозяйства. Оказывается, для ИП они были столь хороши, что им нужно было их ухудшить. Некоторые индивидуальные предприниматели, мы на них посмотрели, стали буржуями гораздо большими, чем те, кто сегодня фабрики, заводы тянет. Тот же Амкадор, допустим, и так далее, и сравнить с индивидуальными предпринимателями небо и земля. Больше того, этот Амкадор еще раз появился потом, когда уже на телеке замминистра экономики Татьяна Бранцевич начала рассказывать, почему вот эти изменения, они сейчас все рассказывают, почему эти изменения в налогообложении происходят. Конкурентная среда была нарушена между юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Значит, условному Амкадору сложнее было заработать 100 рублей, чем индивидуальному предпринимателю. Это второй раз, когда я вот просто восхищаюсь беззастенчивой наглостью. Ну, то есть первый раз это ноутбук, а второй раз это Лукашенко. Упомянуть Амкадор тут же после того, как Белорусский расследовательский центр опубликовал расследование про то, что для Лукашенко Амкадор является, он всем рассказывает, что он, мол, такую важную социальную роль выполняет, потому что, значит, ему поручают скупать там, значит, убыточные предприятия. Вот ничто так недалеко от правды, как эти слова. На самом деле, благодаря близости к телу Лукашенко, глава Амкадора действительно, да, покупает предприятия, но они не становятся прибыльными. Эта компания убыточна. Она регулярно была убыточна, регулярно требует новых и вкусных галошей из бюджета. Регулярно выделяются деньги на ее поддержку по той же самой логике, потому что она выполняет какую-то важную социальную задачу. Но просто что имеется в виду под словами «сложно заработать 100 рублей»? Ну, про кого ты говоришь сейчас? Ты говоришь про человека, который просто пришел и сказал, дайте вот займа там мне на 50 миллионов под половину ставки рефинансирования. Это 21 год, например. Это то, что отрымал Амкадор от державы. Да. И я абсолютно уверен, что там такого рода предприятия, они же сейчас, вот где мы видим сейчас вот эти для служебного пользования, как, например, постановление по экспортному финансированию. Значит, там понятно же даже, что вот в этом пункте спрятаны те, кому эти кредиты должны выделяться. То есть там идет перечисление, какие категории, и там уже, среди прочего, названы не только экспортеры, ну и для служебного пользования. Ну, то есть, а еще им дайте. Мне кажется, не мог не знать Лукашенко о том, что вот, вот это расследование про Амкадор было. Он именно поэтому его назвал. Можно было любое предприятие, любое, они у нас государственные, почти все вот живут, кормятся с руки, да. Когда частник работает не только на свой банковский счет, а на перспективу и пользу стране, значит, и государство подставит плечо. Не потеряли два этих предприятия, люди благодарны. Я вижу тут перспективу. То есть, окей, ты хотел про них сказать, что они хорошие, но придумать аргументацию, что им сложнее заработать, чем ИП, больше наглости я еще пока вот не видел на самом деле. Вот в чем угодно можно было обвинять ИПшников, как угодно можно было превозносить Шакутина, но только не в этом.
Ну, то есть, вот мне кажется, что вот эта вот безостенчивость, да, это какая-то новая нормальность. То есть, договориться до того, чтобы уничтожать тех, кто приносит доход в бюджет в качестве налогов, и пример им ставить тех, кто живет за счет средств налогоплательщика, ну, до такого еще как-то мы пока не доходили. На гэтай выснове мы и заканчиваем. Гэта была программа «Чала экономика». А чтобы не пропустить ее новые выпуски, следите за YouTube и социальными сетями Белорусского расследовательского центра. З вами были уласна Сергей Чалы. И Федор Павличенко. До побачення. Всего доброго.